Приветствую вас, друзья, в игре The Queenfall. С вами снова Роман. Ну что же, совсем недавно я снимал видеоролики из серии прокачка ремесла. И вот последнее видео, которое я сделал несколько дней назад, я демонстрировал свой маршрут, по которому я собирал серебро и уголь. Вот, ну и получилось так, что мне сейчас понадобился адамантит. И я собираю адамантит и решил снять видео, похожее на предыдущее, где я продемонстрирую вам собственный маршрут, по которому я собираю адамантит. Собирается он в пустыне. И для того, чтобы собирать адамантит, нужен уровень горного дела 62. Вот, Деатра. В пустыне он собирается. Заранее скажу, что в принципе в пустыне адамантита довольно-таки много, и тот маршрут, который я вам сегодня продемонстрирую, это лишь мое предпочтение. А так вы можете избрать собственный маршрут, который вам больше всего понравится, и бегать, собирать адамантит. Я сейчас вот стою около этой кучки. Ну, ребятки, по закону подлости вполне вероятно, что так как я решил снять видео, сейчас этих кучек не будет, потому что игроки бегают, тоже его собирают. Поэтому я вам пробегусь по этому маршруту. Ну, там, где адамантит будет, я его соберу. Там, где его не будет, ну, я вам просто покажу, что вот он здесь. Видите, здесь кучка собрана, кто-то уже ее собрал. Ну, не могу подделаться. Вчера вот я бегал, вообще никого не было, спокойненько собирал. Так, давайте смотреть, где это находится. Так как у нас с Индиго город в Ларкбосте, и мы установили оба алтаря вот в этой красной зоне, чтобы получать бафы к ремеслу, то местечко, которое я выбрал, оно находится близко к городу, где мы живем, и к нашим алтарям. Ну и вот я уже отметил эти места, да, вот это вот отметки, это все адамантит. Здесь удобно, есть телепорт. Вот он телепорт, сюда можно быстро телепортануться и начать отсюда. Давайте я вам сперва продемонстрирую мой путь. Я ставлю меточку вот такую вот здесь, я вот сейчас здесь и нахожусь, и смотрите, как я действую. Этот круг, по которому я бегу, он примерно длится, ну, около 8 минут, что позволяет отреспавниться камням снова. То есть я делаю полный круг, приезжаю на исходную позицию, и прямо на глазах появляется адамантит. Итак, смотрите, вот это место, где портал, ну, карту так вот увеличу, да, Неарон, и вот пустыня. Восточная часть пустыни. Значит, от портала я начинаю бежать вот здесь, где я сейчас нахожусь. Дальше севернее портала собираю вот этот камень, потом собираю вот, ну вот, видите, вот этот камень, потом бегу на север около дороги, адамантит, потом сажусь на лошадь, еду по дороге, вот здесь адамантит, дальше еду на юг, вот здесь адамантит, да, по дороге будет встречаться кобальт, золото тоже собираю, вот здесь адамантит, дальше уже здесь сажусь на лошадь, еду на юг. Здесь адамантит и сера. Потом собираю вот эту кучку. Ближе к дороге вот эту кучку. Поворачиваю на северо-восток. Собираю здесь золото. Там две кучки золота. Поднимаюсь наверх, на гору, на севере адамантит. Дальше на восток. Вот здесь тоже адамантит. И вот это уже финал. Тут я сажусь на лошадь и еду в исходное место. Вот сюда, в исходную позицию. Вот такой полный круг. Сколько здесь кучек адамантита? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. 11 кучек. Ну и вот за этот круг он успевает появиться. Время появления примерно что-то около 8 минут у него. Ну, давайте я не буду, наверное, ждать, когда он появится, потому что видео не буду затягивать. Моя цель вам просто продемонстрировать маршрут, по которому я собираю адамантит. Я с себя, кстати, снимаю шлем и сапоги, чтобы у меня броня вот такая была, легкая, чтобы я мог быстро бегать. Потому что где-то на лошади, а где-то и пешком. Так, ну давайте вот начинать, пожалуй. Я не буду ждать. Вот, значит, первая кучка. Она сейчас уже здесь появится, правда, пока я с вами стою, болтаю. Можно переключиться на другой канал, ну, да ладно, не суть важно. Хотелось бы, конечно, их все собрать, чтобы вам продемонстрировать, сколько именно я собираю адамантита. За один круг, по-моему, у меня получается
800 единиц. Или за один круг, или за два. Ну вот сейчас не вспомню. Ладно, давайте все-таки дождусь, когда он появится. Если повезет, те кучки тоже будут не собранными. И я вам еще мало того, что продемонстрирую сам маршрут, так я вам еще покажу, сколько я собираю адамантита. Так, вот у меня адамантита нет. Ну давайте, сейчас я пока паузу поставлю, дождусь. Осталось, наверное, тут считанные минуты. Кто-то, видимо, по моему маршруту тоже бегает. Сейчас. А, вот, смотрите, начал появляться. Бам. Бам, все, появился, прямо на глазах. Ну, поехали. Я вам покажу. Дальше бежим вот сюда на север. Сейчас уже не важно, будут там кучки, не будут, я не буду ждать. Я вам просто покажу этот маршрут. Здесь пешком бегу. Вон портал. И от этой кучки я бегу на восток. И вот здесь с горки спускаюсь. Тут две кучи адамантита. Я вам сказал, что 11 куч. Нет, их больше. Просто иногда кучки стоят рядышком. У меня на карте меточка одна, но по сути тут две кучки. Вот смотрите, видите? Собираем. Так. Здесь еще железо. Так, все, здесь уже садимся на лошадь. Первое время я карту открывал. Вот едем к этой кучке. Ну, после того, как я вчера один день поездил, я, в принципе, уже по компасу ориентируюсь. Да, удобно этот адамантит. Его, кстати, издалека видно. Он такой ярко-фиолетового цвета. Так, здесь собираем. Теперь едем на север. Прям по компасу я ориентируюсь. Еду на север. Около дороги справа еще одна куча. Ну, повторюсь, если кто-то по моему маршруту ездит, да, видите, кто-то ездит по моему маршруту, вот она куча. Я не буду ждать, значит, собираем здесь адамантит. Дальше на дорогу, и по дороге просто едем на юг до следующей кучки. Справа от дороги будет куча. В принципе, ее издалека начинает уже видно. Вон справа тут куча мифрила, но мифрил я собирать не могу. Там 75 уровень надо горного дела. Так, следующая остановка вот здесь. Собираем эту кучу. Садимся на лошадь. Едем уже по дороге на юг. Вот здесь адамантит. По дороге едем. И тут по пути еще будут попадаться залежи кобальта. В принципе, если кобальт нужен, можно заезжать. Если не нужен, можно не заезжать. Слушайте, ну кто-то по моему маршруту бегает, я вам скажу. Вот куча кобальта, видите, собранная. И вот здесь еще одна куча кобальта есть. Сейчас еще, ребятки, ночь. Плохо видно. Так. Адамантит. Ну кто-то по моему маршруту едет, елы-палы. Вот он. Вот куча адамантита, видите? Вот она здесь. Значит, собрали эту кучу и едем на юг. Вот, адамантит плюс сера. То есть я вот так лошадь ставлю и еду сюда. В принципе, я не удивлен, потому что по закону подлости, да, должно было так случиться. Я вчера, наверное, около часа ездил. Сделал, наверное, не знаю сколько. Кругов 6 или 8. Все кучи были. Никакой конкуренции. Я один был. Ну и, конечно же, сейчас я начал снимать видео.
И куч не должно было быть. Они должны были быть собранными. Это кобальт. Я его на карте не отмечал, потому что как бы я за этим адамантитом ездил. Ну, встречается, собираю. А так не встречается, не суть важно. Так, здесь у нас по пути еще сера. Здесь кобальт опять, да? А нет, это уже адамантит, я как раз приехал. Да, вот эта кучка. Дальше едем вот к этим двум кучам, прям к дороге на северо-восток. А, это камень. Здесь еще кобальт, да, вот он. Садимся на лошадь. Наверное, надо было, ребятки, день, да, дождаться. Видеоролик получается темный. Так, вот к этой куче едем. О, день настал. Так, здесь железо. Железо мне не надо. В принципе, адамантит, я говорю, издалека заметно. Тут как бы его не ошибетесь. Ну, если его не собрали, то вы еще издалека будете его видеть. Собираем здесь. И бежим к дороге. Тут еще одна куча. Там вот справа есть еще одна куча адамантита, но маршрут удлиняет, поэтому я туда не бегаю. Отсюда не видно. На лошади надо ехать. Добыли вот этот камень, поворачиваем налево и бежим налево. Отсюда видно залежи золота. Здесь так удачно совпало, что тут их сразу две кучи. Так, это сера по пути. А вон там две кучи золота. Просто они рядом, почему бы не собрать? Так и так. Затем поворачиваю на север и вот на эту горку поднимаюсь. Даже пешком. И вот здесь куча адамантита будет сейчас. На горку забираюсь и должен стоять адамантит. Где он? Собрали? Нет, вот он. Чуть-чуть сбился. Ну, не страшно. Собираем адамантит. И пока я его собираю, вон, видите, следующая куча. Вон ее видно даже отсюда. Сажусь на лошадь и на восток. Вон вдалеке точка. Видите, как далеко и видно. Здесь справа мифрил. Так, ну вот это уже финишная точка. Отсюда уже я поеду на старт. Все, это последняя точка. Все, собрал. И отсюда уже включаю автодвижение. Так, у меня там выплавка качается. Сколько уже? Выплавка 50. Мне надо, по-моему, до 52 докачать. Почему она так долго качается, не знаю. Так, едем уже вот отсюда и до начала, вот откуда я начинал. Где-то сундук, а вон. В принципе, вот за этот круг на начальной точке адамантит успевает появиться. Он даже там не то что успевает, а вот я прям подъезжаю к нему, и он прям на глазах появляется. Ну, если конкуренции нет, если никто по этому же маршруту не бегает, то он там будет. Я поэтому, кстати, отметку и ставлю. Видите, у меня на компасе голубая метка. Я по этому маркеру ориентируюсь. Тут уже нигде не останавливаюсь, а прямиком туда еду. Вот такой маршрут, да, давайте посмотрим, сколько я за круг собрал. 270. Ну правильно, я же там некоторые кучи не было. Угу. Ну, грубо говоря, где-то 300.
Странно, я вчера отмечал, я за круг собирал, ну, за 2 круга, вернее, получалось у меня 800. Я так посчитал, 100 слитков. На 1 слиток обработанного адамантита нужно 8 руды. За 2 круга получалось 800. Так, вот я приехал, и она прям на глазах должна появиться. Если, опять-таки, другой игрок ее не собрал, ну вот давайте буквально сейчас 1 минутку постоим. Не должен был ее собрать, потому что я прям приезжаю, и она на глазах появляется. Сейчас просто подольше будет, потому что там некоторые кучи же были собраны. Я не слазил с лошади, не собирал. Во-во-во, видите, бам. Бам, все, вот, прям на глазах. Все. И пошел по 2-му кругу. Пошел по 2-му кругу, вот с этой отправной точки. Здесь внизу 2 кучки, ну и, ну вы видели. И вот так по кругу бегаем. Бегаем по кругу, собираем адамантит. Вот они сейчас тоже на глазах будут появляться. Вон, смотрите, бам, выросло. И вон там кучка сейчас тоже будет на глазах появляться. Нет надобности переходить на другие каналы. Делаете вот такой круг. Сейчас, смотрите, та кучка будет появляться. Бам. Бам. И 3-й раз. Бам. Вот, видите, прямо на глазах. Все, собрал. На лошадь. К этой кучке, на дорогу, туда. Ну, в общем, я вам это показываю. Здесь уже по компасу я ориентируюсь. На запад. Ну и кучки далеко, как бы видно. Вон она. Тоже сейчас прямо на глазах будет появляться. Вон уже появляется 2, и сейчас 3-й. Смотрите. Бом, видите, выросло. Так, ну все, я, наверное, на этом буду видео заканчивать. Я вам показал свой маршрут движения. Конечно же, адамантит есть и в других местах. И, может быть, даже кто-то скажет, более есть выгодные места, где они более плотно стоят, кучки. Но здесь выгодным для меня было почему? Потому что, во-первых, рядом с домом, потому что летать нужно, разгружаться. Рядом с алтарями баф идет. Плюс здесь вот есть телепорт. Я сюда могу быстро портоваться, то есть не надо мне ехать на лошади долго. Портанулся, и уже я на начале круга своего поехал собирать адамантит. Вот. Есть в интернете онлайн-карта, на которой отмечены все ресурсы, так что пользуйтесь, можете посмотреть и выбрать свой маршрут. Ну, а я вам продемонстрировал свой маршрут, по которому я езжу, собираю этот ресурс. Все, ребятки, благодарю за внимание. С вами был Роман и мой носорог Тук-Тук. Мы пока с Индиго играем еще в эту игру, так что ждите новых серий наших с Индиго приключений в игре The Queenfall. Всем пока, увидимся.